беспроводные Bluetooth наушники с водонепроницаемостью по стандарту IP55, поддержкой кодека LDAC, с коаксиальным двойным блоком Hi-Fi уровня, 11-мм динамическими драйверами и 6-мм планарными твиттерами, активным шумоподавлением до 50 дБ с умным режимом и персонализированным шумоподавлением, функцией прозрачности, поддержкой фирменного приложения, функцией золотой профиль, технологией пространственного аудио, системой из 6 микрофонов, сенсорным управлением, автономностью до 40 часов наушников вместе с боксом и до 10 часов на одном заряде наушников. Как вы уже поняли, это только небольшая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Realme Buds Air 6 Pro. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в белой небольшой коробке из плотного картона. Упаковка выглядит более премиально, чем у обычной версии Air 6. На ней есть изображение, название и краткие характеристики модели. Упаковано все хорошо. В комплекте мы имеем бокс, наушники, кабель для зарядки, комплект неплохих амбушюр и краткое руководство. Вес бокса 37 граммов, а вес одного наушника 4,8 грамма. Габариты бокса 68 на 48 на 24,4 мм. Габариты наушников 29 на 19 мм. Звуковод овальной формы с выступом для удержания амбушюр и металлической сеточкой. Размеры звуковода 6,4 на 5,1 мм. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Ежемесячно разыгрываю 3 смартфона Poco X6 Pro. Условия просты. Подписаться на канал с колоколом, оставить любой комментарий, больше 5 слов, осмысленный, и в комментарии указать свое имя в телеге. Не забыть открыть подписки и подписаться на телеграм-канал скидок. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. На стриме присутствовать не обязательно. Есть еще в розыгрыше, кстати, Poco F6 Pro. Условия по Poco F6 Pro в стриме презентации на Poco. Перейдем же к наушникам. В продаже обнаружил только белую и черную расцветку данной модели. По габаритам в целом, как и внешне, Air 6 Pro и Air 6 очень похожи. Подобный зеркальный дизайн бокса лично мне не особо нравится, так как корпус бокса очень маркий и скользкий. Из особенностей это вставка на крышке с названием производителя. В целом это не нововведение, подобное мы уже встречали у прошлых моделей наушников от Realme, но это является отличительной чертой. В кармане бокс слегка мешается из-за габаритов, корпус бокса выполнен из глянцевого зеркального пластика. При этом качество материалов хорошее. На корпусе также расположили LED-индикатор, кнопку сопряжения и разъем Type-C. Открыть одной рукой бокс можно без проблем. Шарнир пластиковый, крышка в открытом состоянии фиксируется, что очень удобно. Ко всему, люфт у крышки в моем экземпляре отсутствует. Извлекать наушники довольно удобно, крышка не мешается, наушники не настолько скользкие, как бокс. Хлопок при закрытии бокса звонкий, но не громкий. Внутри же расположили 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки и краткую информацию мелким шрифтом. Место под наушники значительно больше, чем сами наушники, как, к слову, и в модели Air 6. Если попытаться вытряхнуть наушники с закрытой крышкой бокса, то они не вылетят. Переходим к наушникам. Корпус наушников глянцевый, но ножка при этом еще и с зеркальным покрытием. В плане посадки данная модель хорошая. Наушники плотно садятся в ушах без какого-либо дискомфорта. Во время пробежки из ушей наушники не вылетают, и с ушей они выпирают не сильно. Пассивная шумоизоляция средняя. Далее на корпусе расположили 2 контакта для зарядки, 6 микрофонов в общей сумме с технологией шумоподавления и сенсорные панели, которые никак не обозначены. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова, включение игрового режима, регулировка громкости и переключение между режимами шумоподавления. Одиночного тапа здесь нет. На тапы наушники откликаются быстро, переназначить команды возможность есть. Но, как и в младшей модели, использовать все команды одновременно нельзя. К примеру, чтобы использовать регулировку громкости, придется выключить переключение треков. И однозначно это минус, так как уже в Pro-версии однозначно могли бы постараться сделать адекватное полноценное управление. Но нет, Realme, как говорится, виднее. Команды сопровождаются системными звуками и озвучкой на китайском языке. Все стандартно для китайской версии. Далее, Air 6 Pro использует коаксиальный двойной блок Hi-Fi уровня. Оснащены наушники 11-мм динамическими драйверами и 6-мм планарными твиттерами. Имеется сертификация Hi-Res Audio Wireless по кодекам на борту AAC, SBC и кодек LDAC. Активное шумоподавление до 50 дБ с 4 режимами работы и функцией шумоподавления ветра. Режимы силы шумоподавления отрабатывают отлично, за что плюс. Даже умный режим справляется со своей задачей хорошо, но шум в наушниках никуда не делся, как и в версии Air 5 Pro. Также в приложении есть функция персонализированного шумоподавления, она анализирует особенности строения ушных каналов, но по
по моим наблюдениям, это плюс-минус то же самое, что и умный режим ANC. Функция прозрачности имеет режим усиления голоса и шумоподавления ветра. На улице разговаривать с собеседником, не снимая наушники, не проблематично, за что плюс, как и за то, что данная функция может работать с одним наушником, а вот ANC работает только с двумя. Далее, заряд наушников в шторке отображается, по одному наушнике работают и переподключаются они бесшовно. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Полноценный мультипоинт в наличии до 2 устройств. Датчики автоматической паузы отрабатывают отлично и удобно, что их можно отключить в приложении. Далее. Полный цикл зарядки бокса и наушников занимает около 2 часов. Наушники от бокса заряжаются 1 час 20 минут. Беспроводной зарядки у бокса нет, к сожалению. По заявлению производителя, данная модель может прослужить 40 часов вместе с боксом, если слушать музыку на 50% громкости по кодеку AAC и 10 часов используя только наушники. По моим тестам, данная пара с кодеком LDAC на громкости около 70% со стоковым звучанием без ANC прожили 6 часов 50 минут, а с боксом выходит около 30 часов, что довольно хороший результат. Далее, водонепроницаемость есть только у наушников рейтинга IP55. Разумеется, я искупал их в воде около 30 секунд, в итоге они не пострадали, микрофоны не повредились и на звучание вода никак не повлияла. Но отмечу, что утопление я записываю в последнюю очередь после всех тестов. Ну и не факт, что через месяц они будут также волшебно работать из-за этого утопления. Realme Buds Air 6 Pro работает в паре с приложением Realme Link. В приложении на стартовой странице мы видим заряд наушников в процентах по отдельности, как и заряд бокса, регулировку шумоподавления, 4 звуковых эффекта, серенада, оригинальный звук, чистые басы и глубокий бас, плюс есть шестиполосный кастомный эквалайзер, их можно добавлять до 3 штук. На эквалайзер Air 6 Pro откликается хорошо, жаль только, что эквалайзер шестиполосный без детальной настройки. Далее можно обнаружить функцию «Золотой профиль», и с ней мы уже знакомы, она предназначена для подгонки и улучшения звучания с учетом ваших особенностей. Мне данная функция показалась хорошим инструментом для кастомизации звука, так как после первой настройки я получил звучание, которое мне больше нравится, чем стоковое. Также в Pro-версию добавили пространственное аудио, но без отслеживания положения головы. Данная технология, как по мне, подойдет для просмотров фильмов и не более, так как с ней звучание становится хуже, и для прослушивания музыки это дело не подойдет. Из интересного и полезного также есть функция динамической регулировки низких частот, вкладка для перехода к настройкам Dolby Atmos, если ваш смартфон поддерживает данную технологию, режим Mind Fine, обыкновенный набор белого шума, игровой режим для снижения задержки, функция автоматического ответа на входящий звонок при изъятии наушников из бокса и функция проверки прилегания наушников. Но вот функция для поиска смартфона через наушники отсутствует. Обновление лично мне еще не прилетало, что странно, так как на версию Air 6 они уже были, эти обновления. И обзор на Air 6 вы уже можете, кстати, увидеть на канале. Далее, Bluetooth версии 5.3 через одну стену, как и через 2 стены, наушники не отваливались от смартфона. С включенным игровым режимом, который по заявлению производителя снижает задержку до 55 миллисекунд, задержка на YouTube незаметна, как, к слову, и в играх. В этом плане данная модель также похожа на Air 6. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны справляются хорошо, жалоб на плохие микрофоны во время разговоров я не получал, примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Realme Buds 6 Pro. Насколько хорошо они отрабатывают, вы слышите. В каком-то смысле в аксессуарах в плане наушников, конечно, стагнация. Особенно это видно у Realme, потому что я чего-то как-то особых изменений относительно 5 Pro вообще не увидел. Может быть, вы увидели, напишите. И в целом вот так вас будут слушать собеседники, ни хорошо, ни плохо, но мало чем отличаются от того, что было раньше. Звучание. Запас громкости больше, чем у R6, но не намного. Лично мне хватает 70% громкости для прослушивания музыки на улице, но без активного шумодава. Стоковое звучание, как по мне, более сбалансированное, чем у R6. Также мы имеем более четкий вокал, отлично проработанную середину, мощный глубокий бас. С другой стороны, немногие заметят разницу. В общей картине мне звучание понравилось. Вокал как женский, так и мужской звучит приятно, какой-либо каши из частот я не наблюдал, и учитывая стоимость, звучание однозначно достойное. Но
Но, как по мне, не для рока или для металла, а для современной музыки они однозначно подойдут. Из минусов ANC не может работать с одним наушником. С некоторыми режимами ANC слышен белый шум в наушниках. Версия Bluetooth чипа, как для новинки, могла бы быть и последней. Версия 5.4 неполноценное сенсорное управление. На солнце могут самостоятельно срабатывать сенсорные области. И если в Air 6 такой проблемы у меня не было, то в Air 6 Pro я с ней столкнулся. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там всегда много полезного. Допустим, Poco X6 Pro был за 19,5 на прошлой распродаже. Может быть, и на этой будет. В общем, веселого бывает много. Резюмирую. Realme Buds Air 6 Pro хорошие ТВС-наушники за свою стоимость. Но сразу отмечу, что переход с прошлой модели на эту вообще смысла нет. Плюс между ними сильных отличий нет. И если вам важно взять что-то подешевле, можете спокойно брать Air 5 Pro. С другой стороны, у них уже есть свои недочеты и недостатки, как в целом и у всей электроники. Просто нужно правильно расставлять приоритеты, что вам надо. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. От меня девайс сюда, особенно во время сейла. Добра и удачи вам, дорогие друзья.